Топ-5 ТВ-боксов от 50 до 100 долларов на лето 2026 года. И тут хорошие новости, много хороших ТВ-боксов в нем появилось. И наконец-то топы начали выравниваться. Что-то произошло на этой планете. Поэтому на канале Технозон ссылки на проверенных продавцов все в описании под видео ТВ-боксов, которые мы рекомендуем. И, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик, а мы поехали. И приехали на главную страничку моего канала. Здесь старый топ от 50 до 100 на весну. И там лето я пытался зацепить, но все очень сильно, скажем так, поменялось. И поменялось в сторону расширения. На все это из-за стабилизации чуть-чуть дел с памятью. И, в принципе, у нас удержался, мы начнем с самого верха и пойдем вниз, конечно же. И, в принципе, у нас удержался Xiaomi TV Box 3 ревизии на первом месте, как и Xiaomi TV Stick 2 ревизии на первом месте. Сразу говорю, потому что на первом месте они из-за того, что в них есть и Dolby Vision, и Dolby Atmos, и Netflix. Это полностью сертифицированные устройства. Xiaomi TV Box 2 на 32 памяти на Google TV. Xiaomi TV Stick 2 на 8 тоже на Google TV. И в принципе эти TV-боксы уже бестселлеры. Они подходят для тех, кто больше смотрит контента стримингового, то есть не закачивая и не используя какие-то сторонние методы просмотра, хотя сторонние методы по типу Matrix тоже хорошо достаточно работают. То есть Xiaomi TV Box 3, несмотря на то, что у него все тот же USB 2, но у него мощный процессор Logic S905X5M на 2,5 ГГц, и конечно же у него HDR10+, Dolby Vision, Bluetooth 5.2 и огромное количество различных плюшек. Кстати, даже заявляются про DTS X, вот так вот, нормальный Wi-Fi 5 ГГц. И в принципе мы делали полный обзор на этот ТВ-бокс, и ссылки в описании под видео на обзор в том числе. Неплохо, вот первое место держат они не зря. ТВ-стик у нас чуть-чуть, он, скажем так, слабее характеристики, потому что у него 8 гигабайт хранилища, но это все тот же iLogic S905X5M с тем же самым, кстати, у них Wi-Fi 6, с тем же самым Dolby Vision, Netflix и полной сертификацией. Его, конечно же, удобно располагать за телевизором, но вы должны учитывать, что его запитывать от телевизора нежелательно. Очень много было моментов, когда стики умирали только из-за того, что они обновлялись при запитывании от телевизора. А вот дальше у нас начинается очень все интересно. Начинается все с того, что на втором месте у нас Rocktech GB1. Да. Rocktech GB1 получил свой апгрейд. Он теперь не 2 на 16, а 2 на 32. На Realtek 1325C с классной картинкой. Да, здесь нет AISR, это его основное отличие от 1325, 1315, потому что там нет AISR, в 1315, а в 1325 есть. Но зато в 1315 сохранили VS10. И на Android 14, ну, извините, здесь Android 14 из Google TV. 14, кстати, в Украине можно купить его на нашем официальном фирменном сайте с официальной гарантией Rocktech. Здесь тоже 2 на 32 конкретно. Еще и с подарком Nexon максимальный 6 месяцев, Sweet TV L 6 месяцев, и плюс с промокодом Технозон еще и получить 5% скидочки. То есть это не конечная цена. Это для жителей Украины. А если на AliExpress, то он стоит сейчас 63 доллара. И давайте вот на секундочку. У него есть VS10, есть Netflix. У него есть в пробросе Dolby Atmos через Dolby True HD. А это, извините меня, из этого топа умеют только те, кто на Realtek работает. Это все немаловажный аспект. Есть VS10 технология, про которую я снимал ролик. И это для старых телевизоров, когда вы можете Dolby Vision контент смотреть через VS10. То есть фактически он конвертирует Dolby Vision на лету в SDR с очень охренительным красивым качеством. То есть там таблицы конвертации сумасшедшие. И он, да, на 14 андроиде стал быстрее, шустрее, есть HDR10+, не пофиксили, сразу говорю, адаптивный Dolby Vision, но здесь совсем для другого этот стик и нужно использовать. То есть у него другая идеология. При том, что на Android 14 на нем не поломали внешний Ethernet через переходники вот такого вот плана, не поломали, допустим, поддержку USB, он поддерживает NTFS, поддерживает exFAT и расширили память до 32 гигабайт именно хранилища. И при том, что здесь DDR4. Очень неплохо сейчас это дело себя показывает, хотя здесь написано TV12 и Google TV, он уже сейчас на подходе Google TV 14, я про него снимал уже обзор про Google TV 14, и прям, если вам еще не пришло, ждите, скоро будет. Прям отлично. Ну и те, кто в Украине покупает
покупает, там уже будет Google TV 14 сразу прилетать. Вот на третьем месте конгломерат Realtek 1325, но без Dolby Vision, потому что с Dolby Vision 1325 только дороже $100 идет на текущий момент. Rocktech GT1, это 2 на 32, 1325 Realtek, классная картинка, AV1 кодек, есть AISR, есть AIPQ, это улучшение низкобитрейтных видео, отлично работает. В Украине это Nexon X12, все тот же TV-бокс, только он также идет с Nexon максимальный на 6 месяцев, Sweet TV L на 6 месяцев, и плюс с промокодом Технозон он будет еще дешевле. И это вот классная тема. Кстати, у всех Rocktech'ов пульт, который они используют, ну, в частности, у меня лежит, вот он лежит вот такой вот, сейчас мы дотянемся до него, вот они вот такие вот пульты, вот. Они используют еще инфракрасную дополнительную опцию для регулировки вашего телевизора громкости, например, включения-выключения, переключения источника сигналов. И это вот действительно классно. Это очень расширяет его функционал. Но прелесть этого ТВ-бокса в том, что здесь есть именно HDR10+, подходит хорошо для Samsung, для старых телевизоров и действительно очень неплохо работает. Тоже получил обновление на 14 Android. Есть тот же самый ТВ-бокс Micool KM9 Pro Max, это он же. Он такой же, но обновляхи на 14 на него нет. Ну вот как-то так. У Микула вообще с обновлениями тяжело. Есть еще RTX 2 на Android 14 за $56. Это уже чистый Android. И здесь у нас идет 4 на 32, 4 на 64. В Украине это Nexon X11. И Nexon X11 лучше, чем RTX 2. У него, во-первых, охлаждение прокачанное. Во-вторых, у него есть HDR 10 Plus из коробки, в отличие от RTX 2. То есть мы покупали на Nexon X11 отдельно лицензию HDR 10 Plus, поэтому разница у них существенная. И тоже есть 4 на 32, 4 на 64. И тоже с промокодом Технозон будет дешевле, это не конечная цена. Но бокс неплох, 1000 мегабитный LAN, есть Wi-Fi, есть фишки искусственного интеллекта AISR и AIPQ, но опять же напомню, нет VS10. И кстати, все Rocktech'овые TV-боксы, вот эти вот на Realtek, поддерживают QMS VRR. Это значит, что автофреймрейт, если ваш телевизор поддерживает, может переключать частоты вашего телевизора без погружения в черный. Это прям очень-очень классно. То есть рекомендуем. Это все вот идет третье место, вот этот конгломерат ТВ-боксов Realtek 1325. Очень рекомендую, прям картинка, прям мед. Вот честно вам скажу. Теперь дальше. У нас есть одна интересная новинка. Decolor GD2, которая за свою цену вот держится прям в топе. Они чуть-чуть дороже $50. Есть GD1. Я сейчас расскажу разницу. Все тот же держится Kikpi KP1. Hamatix Box Airlight 4K, которого на AliExpress уже днем с огнем не сыщешь. Но давайте по порядку. Decolor GD2 и Kikpi KP1 это фактически два одинаковых ТВ-бокса, только GD2 идет на Google TV. И у него 2 на 32, Logic S905Y4 процессор. Он получил обновление до Android 14. У него адаптивный HDR и HDR10+. У него неплохой Wi-Fi 5 ГГц. У него работающий Chromecast, Dolby Audio есть лицензия. Кстати, Dolby True HD есть. Netflix, YouTubeчик, все хорошо пашет. И в нем никогда, кстати, не заблокируется YouTube, потому что это полный сертификат. Это неплохой энергоэффективный процессор. GD1 выпускается в формате стика. То есть тоже очень неплохо за свои деньги. $52 можно, в принципе, я вам скажу, его рекомендовать, потому что цена низкая для полностью сертифицированного ТВ-стика. Он идет 2 на 16, тоже Logic S905Y4, есть Netflix, DRM-L1 для всех стриминговых сервисов. Он лучше подходит для тех, кто смотрит стриминговые сервисы. Если в Decolor GD2 есть у нас 2 на 32 память плюс U2 USB-шки, хотя и 2.0, но в ультра high-speed режиме, через них можно смотреть все, что хочешь, то здесь у нас это конкретно под стриминг, хотя он через переходники вот такие вот поддерживает и LAN на G45 и поддерживает те же самые USB, NTFS, XFAT. Kikpi KP1, он чуть-чуть ниже, он тоже на одном же месте, хотя он и на Android TV, но почему-то стоит он сейчас невероятно дорого, $89, учтите, Decolor GD2 стоит $52, да, там $55, а этот стоит 89. Ну, кстати, смотрите, и GD2 можно купить в Украине с официальной гарантией GD1 с промокодом Технозон и с подарками предоплаты Nexon и Sweet TV L. Kikpi KP1 тоже можно в Украине купить. И Hamatix Box Airlight 4K. Чем различие между GD серией и Kikpi KP серией? Я вам объясню. Android TV.
Тот же самый процессор AMD S905Y4, тот же самый нормально работающий Wi-Fi, тот же самый LAN 100 мегабит. И самое интересное, что у них те же самые, опять же, пульты с управлением инфракрасными опциями ваших телевизоров, саундбаров и тому подобных ресиверов. Я делал обзоры на вот это все уже 100 раз. Кстати, Nexon X10, помните, был такой прям топовый ТВ-бокс, который это тот же самый Kik PKP1. Хаматов больше нет, их не выпускают. Если вы не успели купить, то можно в Украине, если вы в Украине, можно еще купить черный Хаматикс, они на Алиэкспресс были белые. Можно купить черный, еще у нас на остатках есть. Это, кстати, классный ТВ-бокс, он реально стабильный. Вот их рекомендую. У нас это получилось 4-е место. Вот такой вот конгломерат, полный обзор есть на канале. А вот 5-е место у нас прям дилемма, объясню. Сейчас 5-е место у нас более интерактивное. Нужен какой-то не сертификат, при этом с хорошей прошивкой. TOX 3, извините меня, TOX 3 сейчас стоит 76 баксов. И самое интересное, что сюда уже начали попадать Tanix X4, извините меня. Когда Tanix X4 начинает стоить 60-76, это просто срака. Извините, я должен это сказать. За такую цену этот ТВ-бокс уже, когда он был до 50, на него ставишь какую-то прошивку, еще куда ни шло, работает. Вот 5-е место, напишите мне, что должно здесь быть, потому что югусы сюда не попадают. Давайте вот я сейчас новую открою. Ну, у нас есть еще Mikul Migo 1, Realtek 1325, но он 2 на 8, извините меня. Сравнивать его, например, с тем же самым GB1, нет, в GB1 есть у нас Dolby Vision, здесь нет Dolby Vision. А сравнивать его с другими какими-то боксами на 1325 нет смысла, потому что 2 на 8 для Realtek это критично, потому что там Mali G52 стоит ускоритель. Ну, такое себе, знаете, тоже его вне топ держишь. Сравнивать там КМ7 SE в нем нет смысла, потому что это тот же Amlogic S905Y4 за $80. То есть какого хрена сейчас происходит? Вот напишите, какой не сертификат можно вот попробовать купить. Югусы $103-104. X96, извините меня, это вообще не для топа на текущий момент. С вами вобьем ТВ-бокс. Вот, давайте. И что мы с вами увидим? Ну, увидим полную фигню. Здесь есть куча разных дешевых ТВ-боксов, которые попали в наш антирейтинг. И из чистого андроида сейчас, ну, давайте думать, что это будет у нас TOX 3. Потому что реально на текущий момент, ну, либо напишите, пожалуйста, вот и напишите комментарии, что сейчас реально в цену влазит до $100. Ну, вы же понимаете, что Таниксы никто больше 60-70 покупать не будет. И Vontar X4, кстати, вы сейчас охренеете. Смотрите, Vontar X4. Я охренел, $56-57, извините меня, покупать и шить Vontar, который всю жизнь стоил дешевле там $45, уже за $60 условных, никто не будет. А дешевле, вот смотри, $62. 57 и дешевле 50 его уже нету. Стоит Vontar поставить. В описании под этим видео будет ссылка и на TOX 3, и на Vontar X4. Тут уже выбирать вам. Я не могу вам надиктовать, потому что я не считаю, что эти ТВ-боксы должны стоить таких денег. Да, ситуация, да, вот, ну, TOX 3, классный ТВ-бокс, на полноценном Amlogic S905X4, 1000 мегабитный LAN, V1, нет сертификации, но нам и не нужен он сертифицирован, нам нужен не сертификат для определенных целей, мы все понимаем, флибустерские дела, $76. Поэтому я свой топ сказал, для меня я оставляю здесь TOX 3, югусы уже сюда не влазят ни при каком раскладе, а вы напишите свой вариант, который мы разместим в описании под видео. С вами был Бабл, подписываемся на канал Технозон. Пока.